Неизвестный обстрелял электричку в Москве. В регионах начинается паводок. Спасатели эвакуируют первых людей. А в Красном море хуситы атаковали американский авианосец. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоится уже завтра. Об этом сообщают источники агентства Рейтер. Накануне вечером о готовящейся беседе сообщил также спецпосланник Белого дома Стив Уитков. По словам представителей американской администрации, Трамп во время разговора с Путиным планирует поднять вопрос территорий, а также контроля над Запорожской АЭС. Я напомню, первый разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, после чего начались раунды переговоров в Саудовской Аравии. Хуситы ударили по американскому атомному авианосцу. Этой ночью йеменские боевики атаковали корабль ВМФ США «Трумэн» в Красном море. По авианосцу были выпущены 18 баллистических ракет. Об ущербе судну ничего не сообщается. В ответ Белый дом нанес новые удары по самим хуситам. Обстановка в регионе накалилась в ночь с пятницы на субботу. По личному указу Дональда Трампа Соединенные Штаты вместе с Великобританией нанесли несколько ударов по Йемену, совершив в общей сложности более 170 боевых вылетов. За операцией Трамп лично наблюдал в прямом эфире в овальном кабинете. По данным самих хуситов, число жертв американской атаки превысило 50 человек, порядка 100 получили ранения. Боевики в ответ пообещали блокировать проход израильских и американских судов в акватории Красного и Аравийского морей до возобновления гуманитарной помощи сектору Газа. В регионах России начинается сильнейший паводок. Спасатели эвакуируют первых людей. В Башкортостане несколько десятков человек оказались заблокированы в термальном комплексе «Голубое озеро» из-за затопления моста через реку Узень. Спасатели эвакуировали 33 человека, в том числе 2 детей. Их доставили в Уфу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную МЧС, еще 10 человек из числа персонала остались в комплексе. Кроме того, до прибытия МЧСников самостоятельно эвакуироваться смогли еще 4 человека. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в 6 районах республики вода подобралась вплотную к жилым домам. В региональном МЧС сообщают, что всего за последние дни поступило не менее 157 жалоб на подтопление. Из них 135 только за субботу. В Оренбургской области отрезанными оказались сразу 3 населенных пункта на юго-западе региона. Закрыто движение на 9 мостах. Людей предупреждают, что из-за активного таяния снега, цитата, возможно образование переливов через проезжую часть, конец цитаты. В Свердловской области под угрозой затопления несколько населенных пунктов. Паводки ожидаются из-за рек Тура, Ница и их притоков. В Челябинской области уже затоплена автодорога. Это произошло в Нагайбакском районе. Местная газета «Всходы» пишет, что вода подступает к дорогам еще в нескольких местах в том же районе. В Саратовской области с пятницы начали закрывать дороги из-за разлива плотин. По данным местных властей, паводок затронет 24 района с населением в 14 тысяч человек. Кроме того, накануне местный губернатор Роман Бусаргин сообщил, что затопило также один из мостов через реку Большой Иргиз. 3 села оказались отрезаны. Я напомню, в апреле минувшего года половодье на реке Урал и ее притоках обернулось настоящим стихийным бедствием. Уровень воды поднялся до 12 метров, что на 2 метра выше опасного уровня. Десятки тысяч домов в России и Казахстане оказались затоплены. Десятки людей были эвакуированы. 8 человек погибли. В Москве неизвестные обстреляли электричку. Все случилось накануне вечером в районе Тушино. Как сообщают очевидцы, на станции Трикотажная на ветке 2-го центрального диаметра кто-то пробил окна в электричке, едва она тронулась. На окнах остались отверстия, похожие на пулевые. Никто не пострадал. Пассажиры сообщили об инциденте в службу безопасности. Один из самых разыскиваемых преступников Румынии, уроженец Молдовы Василий Радидиал, задержан в Москве. Дома он заочно осужден на 12,5 лет за множество уголовных дел от коррупции, контрабанды и подготовки к убийству. В 2009 году он не явился на отметку к полицейскому, который его курировал, и исчез. Как выяснило издание «Инсайдер», все эти годы он жил в Москве по прописке с паспортом на имя Радидиала Василия Константиновича. Работал в торговом центре, несколько раз получал штрафы от ГИБДД. В 2014 году на него даже завели уголовное дело за использование фальшивого патента. При этом Россия годами утверждала, что не знает, где находится Радидиал. Сейчас решается вопрос его экстрадиции в Румынию. Власти применили новейшее акустическое оружие для разгона протестов в Белграде. Об этом сообщили сербские правозащитники.
Участники акции рассказали, что ощутили что-то похожее на гул реактивного самолета или ракеты и резкую боль в ушах. После этого в толпе началась давка, некоторые даже теряли сознание. По данным СМИ, так могла подействовать звуковая пушка нового поколения. Она излучает направленный звуковой сигнал громкостью выше 160 дБ. Это громче звука реактивного самолета на взлете. И это может вызвать серьезную баротравму, паническую атаку и дезориентацию в пространстве. Власти страны заявили, что информация не соответствует действительности и что полиция во время протестов использует, цитата, только предусмотренные законодательством средства. Сотрудники «Голоса Америки» получили уведомление о разрыве контрактов. Сообщили им об этом в электронной почте. Рабочие контракты перестанут действовать с 31 марта, а карточки для входа в офис уже деактивированы. Напомню, 3 дня назад Дональд Трамп принял решение упразднить государственные медиа «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые входят в так называемое американское иновещание. При этом правительство Чехии намерено обсудить в Европейском Союзе будущее «Радио Свобода», которое базируется в Праге. После того, как компания лишилась финансирования США, она оказалась под угрозой закрытия. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в эфире чешского телевидения, что поднимет эту тему на встрече с коллегами из ЕС сегодня. По его словам, необходимо политически задуматься, что «Радио Свобода» означает для Чехии и всей Европы. Продолжение такого вещания отвечает интересам Европы. В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами. Главный офис «Радио Свобода» находится в Праге с начала 90-х. Компания является крупнейшим работодателем чешской столицы. В штаб-квартире медиакорпорации работают более 1000 человек. В России рекорд по зарплатам курьеров. Сервис по поиску работы Суперджоп посчитал, что сейчас в Москве они получают почти на 20% больше, чем люди с высшим образованием. Как пишет РБК, если специалисты с дипломом в среднем зарабатывают в столице 105 тысяч рублей в месяц, то курьеры 130 тысяч рублей. Только за последний год рост составил 40%. Та же картина в крупных городах, таких как Петербург, Екатеринбург и Казань. Везде курьеры оказались богаче людей со специальностью. Курьеры ни в чем не виноваты, замечают хедхантеры, просто уж очень большой спрос на их услуги, и рынок вынужден под него подстраиваться. Россиянка Мира Андреева обыграла лучшую теннисистку планеты и выиграла престижный турнир Indian Wells Masters. В финале 17-летняя спортсменка победила Арину Соболенко из Беларуси. Она занимает первую строчку рейтинга. Матч завершился со счетом 2-6, 6-4, 6-3. Комментаторы назвали такой результат сенсацией. Причем 2 дня назад в полуфинале этого же турнира Мира выбила вторую ракетку Игу Свентек из Польши. Призовой фонд Indian Wells – $1 миллион. В результате победы Мира переместилась на 6-ю строчку мирового рейтинга. Напомню, минувшим летом Мира вместе с Дианой Шнайдер завоевали единственные медали россиян на Олимпиаде в Париже и выиграли серебро в женском парном турнире под нейтральным флагом, чем вызвали шквал критики патриотов и зетников в свой адрес. Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова тогда заявила, цитата, «К России они никакого отношения не имеют». Ватикан впервые с момента госпитализации Папы Римского Франциска показал его фотографию. 88-летний понтифик участвовал в службе в утренние часы. Он также обратился к верующим из больницы. Вот что он сказал. «Я переживаю трудный период и физически слаб. Присоединяюсь ко многим братьям и сестрам, которые в это время больны и хрупки, как я. Наши тела слабы, но даже при этом ничто не может помешать нам любить, молиться, отдавать, быть друг за друга и подавать яркие признаки надежды». Друзья, и это все новости, которые я хотела вам рассказать. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и, конечно, вечером смотрите программу «Воздух». Ну а я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Берегите себя.